Так, добрый день, друзья. Значит, давайте сегодня с вами поговорим, как взыскать деньги с мошенников, которые вас кинули. Если с вами это произошло вот недавно, только сейчас, рекомендую посмотреть видео на моем канале предыдущий. Там я рассказываю на начальном этапе, что нужно сделать. А здесь я рассказываю общую схему, то есть что вы пошагово должны сделать и почему у вас что-то получится или что-то не получится. Вот эти вещи я расскажу. Значит, кому подойдет это видео и что вы узнаете дальше? Это видео подойдет тем, кто перевел деньги мошенникам якобы за покупку чего-то на Авито. Это видео подойдет тем, кому позвонили с левого там колл-центра с Украины и сказали, что вам нужно взять кредит, там служба безопасности банка, а вы взяли кредит и перевели, или просто свои деньги взяли и перевели мошенникам. Это видео подойдет тем, кто на Wildberries якобы там устроился на работу, покупал товар, продавал товар, потом в конечном итоге купил товар на большую сумму, не увидел ни товара, ни денег. Это видео подойдет тем, кому тоже предлагали работу, там, ну, я часто знаю, там, сбор ручек, нужно заплатить за материалы. Это видео подойдет тем, кого кинули брокеры, то есть, например, вам предложили вложиться в акции, купить, вы вложились, и потом в конечном итоге проиграли эти акции, точнее не проиграли, а брокер требует с вас деньги, чтобы вывести ваши деньги. Ну, то есть, кто это смотрит, как бы, я думаю, понимает, о чем речь. То есть, здесь либо есть ваша ситуация, либо нет. Либо просто вас кто-то обманул в реальной жизни. Например, вы дали долг своему другу, и этот друг вам долг не отдает, а вы давали ему переводом на карту, никакой расписки вроде бы как у нас нету, и, соответственно, взыскать через суд, на первый взгляд, наверное, вам кажется, что не получится. Хотя это не так. Все эти ситуации, которые я объединил, юридически объединяет одно действие. Я, потерпевший, перевел деньги мошеннику, физическому лицу. Я их перевел ему на карту. И поэтому у нас по гражданскому кодексу 11.02 статья Гражданского кодекса, 1102 статья Гражданского кодекса подразумевает под собой. Вот я сейчас вам включу экран, чтобы вы понимали, что она подразумевает. Это она описывает все эти ситуации. То есть статья 11.02 Гражданского кодекса у нас подразумевает следующее. Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Почему сейчас я веду речь про неосновательное обогащение? Потому что на первый взгляд вам кажется, что вас же обманули мошенники. Нужно обращаться в полицию. Сейчас следователь возбудит дело. Они их будут искать. И есть шансы, что найдут. Кто-то говорит, что это бессмысленно. Дорогие друзья, я вам сразу говорю, что мы не можем знать, есть смысл в этом или нет, но писать заявление в полицию, конечно, нужно. Но если есть еще параллельный путь, который 100 000% более действенный, чем заявление в полицию. 100 тысяч, 1100, 102 раза он действеннее, чем заявление в полицию, то нужно этим пользоваться. Значит, вот статья, да, Гражданский кодекс. Лицо, которое без установленных законом оснований приобрело чье-то имущество, деньги это имущество, чтобы вы понимали в законе, обязано возвратить это имущество, если не может доказать обратное. Ну, это простыми словами смысл этой статьи. Значит, поэтому, если мы знаем, что по закону, если мы знаем, что мы перевели деньги, то есть выглядит юридически так, когда вас кинули мошенники, это там кинули вас одни мошенники. Вот вы перевели деньги, и вам нужно эти деньги забирать с того, по этой статье, кому вы перевели. Да, пока вы, может, не знаете, я дальше в видео расскажу, как узнать полностью все, что нужно для того, чтобы эти деньги забрать. Пока, может, этого не знаете. Но юридически вы знаете, что вы кому-то перевели деньги, это гражданин Российской Федерации, неважно, там мошенники на Украине или нет, деньги вы переводили гражданину Российской Федерации. Кстати, видео подходит для Казахстана, Узбекистана, одинаковые, прям вот все полностью одинаковые статьи, просто номера разные. Поэтому мы сейчас будем взыскивать с вами деньги. Я вам покажу, как это делать с того, на кого вы перевели, физическое лицо. Значит, почему мы это делаем? Вот сейчас я вам покажу другую схему, в которой я подробно попытался, как бы не художник, обрисовать, как вообще происходит
Вот такой вот обман. Это схема движения денежных средств при мошенничестве. Вот, значит, смотрите. Вот черными я нарисовал мошенников. Вот примите просто это как факт. Мошенники никогда не будут принимать деньги на свои карты. Если вас кинул там Виктор Вячеславович Семенов, вы так думаете, потому что вы ему переводили деньги. Это не Виктор Вячеславович Семенов. Это просто карта оформлена на Виктора Вячеславовича Семенова. И вот посмотрите. Примите как факт, что мошенники всегда свои деньги получают в биткоинах. Вот они вас обманули, рубли они не получают, они получают это в биткоинах. А как происходит вообще? Почему? Как до них доходят биткоины? Вот у нас есть группа лиц-мошенники и, допустим, потерпевшая женщина, Наталья Ивановна, пускай это будет. Ей звонят мошенники и говорят, это Авито, вот неважно, какое мошенничество, вот неважно. Они ей звонят и говорят, тебе нужно нам перевести деньги, пополнить спецсчет. Она говорит, да, хорошо, верит им, соответственно, а куда переводить? И мошенники дают ей номер карты, на который она эти деньги переводит. На самом деле схема происходит немного сложнее. Значит, мошенники, чтобы получить какую-то карту, на которую наша потерпевшая будет переводить деньги, связываются с так называемыми сервисами Обнал-центр. У меня просто не включен VPN на компьютере. Я не могу зайти, но если у кого включен Обнал-центр, наберите Обнал-сервис. Все, вам выйдет много сервисов. Мошенники связываются с так называемым Обнал-сервисом. Это группа лиц, организация, да, скажем так, преступное сообщество. Понятно, никак не зарегистрировано, просто какие-то умельцы, дельцы, которые тоже занимаются мошенничеством, только финансовым. Они находят, на сленге называется дроп, людей, на которых можно оформить дебетовую карту. Люди вообще не знают, для каких целей. И, соответственно, Обнал-сервис пользуется этими картами, а людям просто разово там 5000 рублей заплатил и все. То есть люди, которые открывают эти карты, на которые вы, на эти карты в конечном итоге-то вы переводите деньги, они даже не знают, что там вообще какая-то схема идет. Значит, когда наша потерпевшая мошенникам после предложения говорит, да, хорошо, я переведу деньги, куда переводить, мошенники связываются с Обнал-центром, запрашивают реквизиты, Обнал-центр быстро дает им реквизиты, которые вам дают мошенники. И, соответственно, наша потерпевшая переводит деньги на какую-то карту, которую дал Обнал-центр. Обнал-центр оставляет себе 20% с полученной суммы. И 80% он берет и, соответственно, переводит, конвертирует через криптообменник в биткоины. А биткоин, криптообменник, чтобы вы понимали, точно так же работает через дропов, открывает карты. Там это как бы тоже, это все в принципе законно, просто незаконно банк блокирует им карты постоянно. Там уже они на друзей, знакомых пооткрывали карты, короче, последней надежды. Вот. Обнал-центр, получив деньги от нашей потерпевшей, чтобы оставлять себе 20%, и чтобы перевести. Понятно, что они как бы тоже в схеме, мне кто-то скажет, если они получили деньги, значит, это тоже мошенники. Я сейчас вам как бы не хочу юридически там вдаваться в подробности, рассказываю схему. Обнал-центр переводит деньги через криптообменник уже вот сюда нашим мошенникам в биткоинах, они на Украине, не буду там говорить, что это Украина, кто где. Но по России точно они не работают. Никто так не работает по России. Это нашли бы очень быстро. Все, они получили в биткоинах. Соответственно, у них деньги. И что же делать нашей Нине Семеновой? Искать этих мошенников. Заявление в полицию надо написать. Они как-то что-то там, то есть получим постановление. Я хочу сказать, если деньги были кредитные, то в вашем случае нужно писать заявление в полицию, получать постановление о возбуждении уголовного дела. Если с кредитных денег была страховка, обязательно в течение 14 дней вернуть эту страховку, она вам вообще никак не пригодится, оставить эти деньги себе. Это надо делать быстро. И, соответственно, если есть возможность платить кредиты, платите. Если нет возможности, то делайте либо банкротство, если есть имущество, выводите имущество на этом. Есть весь канал, в принципе, об этом.
либо делайте расторжение кредитного договора, чтобы не отдавать свои деньги в банк. Ну и как бы неплохо было бы вернуть, потому что мне многие говорят, что я перевел мошенникам 900 тысяч, я такие деньги в руках никогда не держал, это первый раз в жизни было. Поэтому нам нужно с вами понять, кто же эти ребята, вот эти вот дропы с обнал-центра, которые ни о чем не знают, и на них подавать в суд. Значит, как мы на них будем подавать в суд? И почему вообще, кстати, есть смысл? Вот опять же, все говорят, это бомжи, алкоголики, наркоманы, нормальный человек на себя никогда не откроет карту. Дорогие друзья, это не так. Обнал-центр, когда, вот я просто, чтобы вы понимали, что это действительно прям преступное сообщество и серьезная организация. Значит, Сбербанк в территориях, которые Российская Федерация сейчас заняла, которые раньше считалось там это Украина, обыскивала офисные здания. То есть, точнее, не Российская Федерация обыскивала офисы здания, а военные захватывали здания, и, соответственно, когда находили какие-то компьютеры, там были специалисты, которые проверяли их на содержимое. И вот в Бердянске, а это была столица подпольных мошеннических колл-центров, вот эта вся территория там до Харькова, нашли колл-центр, у которых на стене висели вот такие вот плакаты с Леонардо Ди Каприо из фильма «Волк с Уолл-стрит». Вот, это как бы очень здесь большой материал, здесь они полностью проверили все компьютеры, это в открытом доступе на сайте Сбербанка есть. Но тем не менее, то есть здесь тоже они расписывают, как мошенники получали свои деньги. Вот у нас здесь есть самые вот схемы, самые популярные сервисы. Самые популярные сервисы Обнала, это Обнал там Тарантино что-то. Вот все полностью способы, вот, например, вот они что здесь делают. Вывод похищенных средств. Вот, в принципе, можете это почитать. Все, что я в этом видео сделаю ссылку, короче, на это расследование. Вот, Тарантино, Еврокасса, Мистер Ноубоди, эти сервисы в теневом интернете находятся, Darknet, вот они обналичивают эти деньги. 20% оставляют и возвращают, соответственно, биткоинами. Так, хорошо. Смысл в том, что эти деньги идут на эти карты, вот эти ворованные деньги, в таком количестве, что обнал-центр, он готов терять, во-первых, деньги, потому что получает он намного больше, а во-вторых, эти все деньги они не успевают снять. На рынке дебетовых карт, на теневом рынке, очень большая напряженка с картами, с новыми картами, потому что антифрод система банка, это которая замечает подозрительные банковские операции, то есть банки-то борются на самом деле с этим мошенничеством и блокируют эти карты до выяснения источника происхождения денежных средств. И у нас получается что? На каждой из этих карт примерно заблокировано по 300 тысяч. Почему 300 тысяч? Потому что это суточный лимит снять, может быть больше, может быть, конечно, и меньше. Суточный лимит снятия денежных средств. Суточный лимит снятия денежных средств. Карта всегда блокируется в момент операции. Вот, например, мошенники кидают на эту карту деньги. Сегодня 500, еще 500, еще 500. Обнал-центр должен снимать. Он каждый день снимает 300 в рамках лимита операции. И он уже примерно в среднем знает, где какой банк, сколько карта живет, как ее там они не прогревают. Прогревают, значит, они там делают еще какие-то операции, там покупка, там минеральную воду купить, то есть кто-то должен это сделать, что-то в интернете оплатить, чтобы это максимально не выглядело так подозрительно. И они примерно прикидывают, что, соответственно, вот ВТБ, например, там 2 недели, ага, хорошо, 2 недели они пользуются, в конце 2 недель они уже туда мало загоняют денег. В этом расследовании, там, кстати, это описано тоже, это никак не касается банка ВТБ, это просто пример. И поэтому последняя операция – это снятие денежных средств, в которой банк, хозяин карты, отказывает. И на этой карте блокируются эти деньги. Вот этому собственнику карты приходит сообщение, в котором написано: пожалуйста, придите в банк, предоставьте источник происхождения денежных средств. Этот собственник, дроп, он даже это сообщение не получает, потому что у обнал-центра четкое требование –
когда мы покупаем карту, предоставьте нам, пожалуйста, к этой карте сим-карту, к которой, соответственно, привязана карта, логин, пароль от личного кабинета, чтобы мы могли пользоваться, да, делать сами переводы, и свою кредитную историю. В этой кредитной истории не должно быть долгов по кредитам. То есть, соответственно, у нас в России, если у человека нету долгов по кредитам, вообще нету кредитов, это точно не бомж, не алкоголик, не наркоман, потому что у них у всех уже давным-давно микрозаймы, заблокированы карты. А почему такое требование? Потому что Обнал-центр гонит трафик денег на эти карты. А если у человека долги, то, соответственно, приставы просто эту карту блокируют, и эти деньги пойдут в счет погашения долгов. Это, конечно, никому не интересно. Вот. То есть, ну хорошо, вот это такая схема, и поэтому мы знаем, что на этих картах заблокированы деньги, и если мы получим судебное решение о взыскании денег вот с этого дропа, мы можем теоретически, да, получить и эти деньги. Вот как это сделать? В интернете полно шаблонов, можете писать мне, я обязательно вам тоже помогу. Обязательно вам тоже помогу, скинем шаблоны, вот у нас там снизу Telegram, я, мои коллеги, мы вообще всегда рады только помочь, если вы подписаны на канал. Значит, смотрите, что нам нужно? То есть эта схема, вот эта схема, это если, например, я писал для нас, то есть если мы работаем с клиентами. Но вы просто смотрите это от себя. Что вам нужно сделать? Кстати, я сразу скажу, ну ладно, давайте сейчас не буду. Значит, что вам нужно сделать, если вас кинули мошенники? Вам нужно в нормальном формате получить чеки о переводах, куда вы переводили деньги. И, соответственно, ну, паспортные данные у вас есть. То есть чеки о переводах – это не скриншоты. Во-первых, вы должны понимать, звонить, разговаривать со специалистами банка бессмысленно. Только писать, получать официальный ответ. Вы этот вопрос будете решать через суд. И поэтому вам нужны доказательства. Чеки о переводах. Это может быть PDF-формат, который вам нужно распечатать. Это может быть, ну, не скриншот, это вы или выписка, если нет чеков о переводе. Берете чеки о переводах и пишите 3 заявления. Заявление в банк, куда вы переводили деньги. Заявление в полицию, что вас обманули. Можно через сайт МВД. И запрос данных в вашем банке, с которого вы переводили деньги. Ну, смысл заявления такой. Вам нужны персональные данные того человека, на чье имя открыта карта, куда, соответственно, свои деньги вы отправляли. То есть вы пишете, прошу, пожалуйста, предоставить данные, потому что нам это нужно для того, чтобы мы подали в суд. Просить у банка вернуть деньги не нужно, потому что, ну, это понятно, они не сделают. Но и данные они вам не предоставят. Но их ответ о том, что они не могут предоставить вам данные, как раз будет являться досудебным, то есть как раз будет являться основанием для того, почему вы обращаетесь в суд. Когда вы отправите заявление вот в эти инстанции, вы подождете где-то дней 15, получите с полиции постановление о возбуждении уголовного дела и отказы с этих 2 банков. В этих отказах будет написано, что по закону о защите прав, защите персональных данных и по закону о банковской тайне мы не можем предоставлять такие сведения, к сожалению. Мы можем их предоставить только по запросу суда либо следственных органов. И вроде бы как вы написали заявление в полицию, но в полиции, мои дорогие друзья, если вы надеетесь получить какую-то информацию, то, ну, хотя вы имеете право знакомиться с материалами уголовного дела и прочее, вы ее не получите, потому что вам просто тупо никто не даст нормально связаться со следователем или ознакомиться с делом. Потому что, то есть, у вас даже не будет номера, вы будете звонить на горячую линию и все. Начинаю нервничать, когда об этом разговариваю, поэтому если покурю, я думаю, вы не против. То есть 15 дней вы ждете ответы. После того, как вам приходят ответы, то есть ответы, соответственно, надо контролировать, потому что я от многих слышу, мне не пришел ответ. Вам ответ придет туда, куда вы попросили. И вам не нужно иметь прям мокрую печать банка в этом ответе. Вы ответы можете запросить себе на электронную почту. Они придут намного быстрее, чем если вы запросите по почте. Но и почтовый ящик проверяйте, потому что вы можете писать заявление там от Ивановой Натальи Ивановны, и в этом заявлении писать адрес своей регистрации, а живете вы, например, в другом месте. Так вам и ответ с банка придет по месту регистрации. Поэтому адрес для корреспонденции контролируйте, чтобы не пропустить ответ. Все, вам приходят ответы,
ищете в интернете претензия, требования в банк о возврате неосновательного обогащения. То есть смысл в чем здесь? Пока вы не знаете персональные данные того, кто получил ваши деньги, и пока но вы знаете, что вы переводили деньги в такой-то банк, соответственно, для вас, с вашей стороны, юридически это все выглядит так, что вам эти деньги должен банк, в который вы их перевели. Это юридическое лицо. Куда там банк их распределил, на чей счет, это уже вы не знаете, это не ваша проблема. Поэтому смотрите, где зарегистрирован банк, в который вы перевели деньги. Можно 5-10 дней после получения ими претензий подождать, чтобы претензионный порядок нормально был соблюден. И после этого, соответственно, берете исковое заявление, тоже находите о взыскании неосновательного обогащения, указываете там банк, реквизиты и подаете в суд. Подаете в суд по месту нахождения банка. Любой банк, это, как правило, Москва. Вы сами не с Москвы, не переживайте. В суд вам идти не надо, точнее нужно, но вы можете написать ходатайство путем участия в судебном заседании путем видеоконференции, вам дадут доступ, и по видеокамере вы там в этом процессе выступите. Выступать в процессе несложно, просто то, что вы написали в исковом заявлении, то же самое вы изложите. Смысл искового заявления такой: я перевел деньги, эти деньги получены получателем, мне не надо писать мошенники, там меня кинули, просто пишите: я перевел деньги, деньги получателям получены неосновательно, он их мне не возвращает, я писал, смотрите, претензию, прошу взыскать с такого-то банка денежные средства. Это 100% выигрышное дело. Только единственное, что, когда вы подадите в суд, ваше заявление примут, назначат судебное заседание, и копию этого определения отправят и банку. И банк в судебное заседание, это уже запрос суда и следственных органов, помните, мы говорили в самом начале, он предоставит персональные данные фактического получателя денежных средств. То есть банк вам предоставит в суде те данные, которые вы запрашивали, чтобы вы, мои дорогие друзья, не запутались. Это данные вот наша схема, да? Вот они, где мошенники. И мы подаем в суд на вот этих вот людей. Вот их данные нам предоставит банк. Соответственно, мы получаем данные, точнее суд получает данные. И, соответственно, после этого автоматически у нас происходит замена ответчика. Банк уже не может быть ответчиком. Ответчиком становится физическое лицо. А по правилам Гражданского процессуального кодекса все иски и дела у нас рассматриваются по общим правилам по месту нахождения ответчика. Поэтому суд передаст на рассмотрение это дело в тот суд, где зарегистрирован вот этот вот наш друг, наш товарищ. Он передает в суд. Кстати, если мне кто-то скажет, задают вопросы, я знаю данные, там, знают фамилия, имя, отчество. Я опять же объясняю. Открываете его, чтобы вам непосредственно сразу же подавать в суд, не тратя время на банк, а на этих физических лиц. Исковое заявление, исковое ГПК. Смотрите. Вот эта статья. Статья 131. Форма и содержание искового заявления. Какие у нас требования? Обязательно, если вы подаете на физическое лицо в суд, вы должны в своем исковом заявлении указать фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства или место пребывания, место работы. То есть один из идентификаторов, это СНИЛС, ННН. То есть вы этого не знаете. То есть фамилия, имя, отчество этого, к сожалению, недостаточно. Хорошо. Значит, поэтому вот так вот вы подаете в любом случае на банк. Единственное, просто отказ получить. Значит, вернемся к нашему судебному заседанию. Когда банк предоставляет данные ответчика, суд передает по месту нахождения, по месту регистрации этого ответчика. Новый суд принимает, смотрит, ага, да, все нормально, передали, давайте заседание. И проводит судебное заседание. В этом судебном заседании наш ответчик должен объяснить, за что он получил деньги. Я открыл карту, получил за это деньги, отдал ее кому-то, и дальше судьбу я не знаю, это не основание, здесь вообще не прокатывает. Факт есть, ты получил. Это практика, 100%, это 100% выигрышное дело. Суд выносит судебное решение о том, что вам эти деньги должны. Оно 30 дней вступает в законную силу, и на основании него вы получаете исполнительный лист. Исполнительный лист, это вот я дальше буду называть судебным решением, которое вы будете дальше им взыскивать деньги. И что мы делаем с этим судебным решением? У нас по закону, если вам кто-то должен деньги, вы можете отнести
судебное решение в службу судебных приставов, и судебные приставы начнут взыскивать с этого должника деньги в вашу пользу. Либо вы можете, если знаете, где у должника открыт расчетный счет, предоставить это судебное решение прямо в банк, и банк обязан исполнить. То есть все деньги, которые есть на счете, он обязан списать и перечислить вам. Тут у нас мы с вами возвращаемся к нашей схеме, и мы очень хорошо знаем, что Обнал-центр однозначно на наших картах оставил деньги. Оставил, в смысле, банк их заблокировал. И мы знаем этот банк. Вот куда мы переводили, вот туда же мы наше судебное решение возвращаем и предъявляем. И поэтому все деньги в рамках суточной разовой операции, какие там есть, банк списывает и перечисляет нам, нашему клиенту. То есть мы возвращаем какие-то деньги. То, что выше, если там не хватило суммы, забираем исполнительный лист, предъявляем в службу судебных приставов. Это надо отдельное видео, наверное, записывать, как работать через приставов. То есть мы пробиваем полностью должника. Что нас интересует? Периодические платежи, пенсионеры, если может быть какая-то зарплата, социальные выплаты. На это все мы можем претендовать. На 50% от этого дохода. Может быть, у него есть второе жилье, либо доля, там, там одно жилье и где-то какая-то доля. Машина, автомобиль, это все подлежит аресту. Даже просто запрету на регистрационные действия. Также смотрите, то есть номер телефона можно узнать. Если это какой-то молодой, малолетка открыл карту, звоним родителям и говорим, что вот такая вот ситуация. Сейчас будем взыскивать по полной программе, либо мы как бы готовы пойти на уступки. Эти люди с нормальной кредитной историей, они могут взять кредит, его потом выплачивать, раз уж это они встряли в такую ситуацию, не вы. А вам вернуть деньги, вы, соответственно, какую-то скидку им за это сделаете. В принципе, дорогие друзья, на этом, что касается схемы, это все. Вот это очень хороший рабочий метод, как взыскивать денежные средства, если вас кинули мошенники. Пожалуйста, под видео я прикреплю ссылку на расследование Сбербанка, там вы почитаете. В принципе, то же самое, что я сказал, только там более красиво они расписывают. Ссылка внизу в описании. Обращайтесь к нам. Сами мы объясним. Надо будет работать, помочь вам взыскивать, можем помочь взыскивать. То есть вы понимаете, что суды эти все будут происходить не у вас дома, не в вашем регионе, а скорее всего в другом. И вы туда не попадете. Вам не нужно искать юриста у себя в городе. Однозначно, я уверен, вот я и моя компания, команда, топ-профессионалы вот в изыскании задолженности. Вот именно вот такой. К другим юристам они не расскажут вам эту схему, они просто не знают. Скажут, ничего не сделаешь, все, мошенники, там, но они на Украине, там, как мы это вернем. Ну, вот можно это сделать. Все, тогда, дорогие друзья, на этом заканчиваю. До свидания. Подписывайтесь обязательно на канал. Кто задает вопросы, обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. До свидания.